Привет! Сегодня постараюсь немного рассказать о рутине после трансплантации сердца. Есть такие две основные крайности, наверное, у людей, которые слышат о подобных операциях. Первое – это то, что после операции ты будешь лежачим, ездить только на коляске, не способным ходить пешком. Жизнь будет совершенно никчемной. Вторая крайность – это то, что как только у вас заживет шрам, вы можете забыть об этой операции и жить точно так же, как это было раньше. Ни первое, ни второе не является правдой. И как я говорил, сегодня я расскажу немножко о рутине. Начнем с таблеток. Как в итоге это выглядит? Раньше одной этой таблетницы вот такой хватало на один день, и то на самом деле даже одного отделения не хватало, одного или двух. Сейчас этой же таблетницы хватает уже на 3 дня. Поехали, самая нудная часть работы. Это адваграф. В нем действующее вещество токролимус, и это самый важный препарат, который мне нужно принимать. Пропускать его нельзя. Он пьется по будильнику, равно как и все остальное, но вот этот вот особенно важен. Вот это вот мифортик. На самом деле я не должен его пить, просто его выдают как заменитель нужного мне препарата, что не очень хорошо. Пью его временно. Вот это аторвастатин. Вот это конкорд для того, чтобы улучшать ритм. Аторвастатин препятствует образованию бляшек. Вот это вот все мне на 8 дней. Благодаря Наталье снова можно будет переходить на селсеп. Все началось еще перед операцией. Часть таблеток я получал до трансплантации в виде поддерживающей терапии, чтобы просто дожить до нее. Потому что у меня были отеки, много чего было. Первую дозу иммуносупрессии я получил непосредственно перед операцией, перед тем, как меня уже покатили в операционную. Пару месяцев, я даже считал, это было от 50 до 60 таблеток в день. Один из самых важных моментов после пересадки сердца, это нужно понимать, что человек будет пожизненно принимать таблетки. И это не те таблетки, которые вы можете принять или не принять. Или сегодня забыл, но выпью завтра. Они принимаются по будильнику, по часам. Откладывать нельзя, потому что в крови должна оставаться нужная концентрация действующего вещества. Это критично, это очень важно. Принимать лекарства на самом деле несложно. Это первое время, первые полгода после трансплантации у меня было 11 приемов в день. Да, к этому тяжело привыкнуть, потому что таблеток много, и они постоянно должны быть с собой. И вначале очень тяжело разобраться, что пить, когда пить, между собой их отличать, это не так просто. Сейчас количество приемов уменьшилось, часто у меня 3-4 приема в день, и это уже совсем не является проблемой, потому что 2 очень рано утром и 2 поздно вечером. Весь день у меня свободен. Что приятно по поводу еды, есть ограничения совершенно незначительные. По сути, надо просто нормально питаться. Нет каких-то проблем с мясом, еще с чем-то. Можно позволить себе иногда выпить красного вина. Все очень в меру, но никаких страшных запретов нет. И по сути жизнь становится практически такой же. По поводу ощущений могу сказать, что сердце работает немножко по-другому. Ему нужно время разогреться, наверное. Даже через год, если я долго сидел или лежал, и мне нужно резко встать и подняться на 2-й этаж, я почувствую тяжесть. Если перед этим я 100-200 метров прошел, то я на ступеньки могу просто забежать и даже не почувствую этого 2-го этажа. Оно как бы дольше разогревается, что ли, оно дольше входит в ритм.
по ощущениям, это где-то, наверное, от 60 до 70% от того, что давало мое сердце по выносливости. Вот, я уже пробовал бегать в зале. Если раньше я мог проехать на велосипеде больше 100 километров за раз, не каждый день, конечно, но мог, то сейчас это без сумасшедшей усталости, это там 20-25 километров без проблем. Жара на улице, не жара, переносится вполне себе адекватно.